Привет, дорогие друзья! Все вы знаете, что Зеленского постигнет кара и уголовное преследование. Об этом говорят и на Западе, в том числе адекватные аналитики, о том, что Зеленский однозначно будет подвергнут уголовному преследованию за ряд вещей. За коррупционные деяния, за узурпацию власти, за неправомочные решения, за давление на судейскую власть и так далее и тому подобное. Но, когда об этом говорят, то с трудом представляют конкретику. Сейчас я вам предоставлю конкретику, самую настоящую конкретику по кейсу, уголовному кейсу, будущему Владимира Зеленского, человека, который до сих пор изображает из себя президента Украины. Я президент этой страны. Это интервью с главой Конституционного суда Александром Тупицким. Что такое Конституционный суд? Дело в том, что украинская конституция разрабатывалась достаточно быстро, с колес. Плюс у страны были десятилетия до этого социалистического прошлого, и поэтому некоторые реалии туда буквально впихивались, в эту конституцию. Для того, чтобы законы страны соответствовали Конституции, ни один закон в Украине не может не соответствовать Конституции, существует Конституционный суд. Судьи туда назначаются поэтапно и снимаются поэтапно для того, чтобы один человек, который является в данный момент президентом, не мог сосредоточить в своих руках власти над судьями Конституционного суда и таким образом мог принимать неконституционные законы. То бишь разрабатывается какой-то закон, потом путем давления на Конституционный суд признает этот закон конституционным, хотя он таковым не является. Власть над Конституционным судом дает диктатору возможность править вечно, потому что диктатор может путем давления на Конституционный суд или путем полностью отмены его работы признавать закон о том, что диктатор может править вечно, как конституционный закон. Давление, которое Зеленский осуществлял на главу Конституционного суда, на Конституционный суд, те преступления, я говорю прямо, потому что юридически это преступления, которые совершал Зеленский, я уверен, могут привести к его дальнейшему осуждению. Это интервью, я убежден, будет крайне интересно, в частности, американским коллегам, которые могут сделать из него определенные выводы. Все, что говорится в этом интервью, имеет документальное подтверждение. Зеленский на самом деле узурпировал власть. Зеленский на самом деле давил на судей. Зеленский на самом деле может быть осужден по этим уголовным деяниям. Приятного просмотра. Ответ однозначный. Президент подписал неконституционный указ. Уничтожение православия в Украине – это геноцид по отношению к украинскому народу. Ему сказал Ермак, если я через 2 часа не напишу заявление о своем увольнении, я стал для офиса непредсказуемым человеком, хотя это большая глупость. То есть это явное неприкрытое превышение своих полномочий? Превышение своих полномочий и явное преследование. Вообще из ряда вон выходящая ситуация, этот указ. Агония идет. Они уже гребут все, что можно грести. До мышей скоро опустятся. Александр Николаевич, добрый день. Добрый день. В первую очередь хочу поинтересоваться вашим здоровьем. Расскажите, как вы себя чувствуете? Чувствую себя уже, спасибо за беспокойство, чувствую себя уже значительно лучше. Это и естественно, поскольку проходил и прохожу курс определенного специального лечения. Угу. Расскажите, пожалуйста, вообще, что произошло? Как произошла эта история с отравлением? Для меня неожиданно, поскольку я был абсолютно здоров, но в определенный период, это примерно первые симптомы были 1 сентября, они для меня были незнакомы. Сейчас не знаю, есть ли смысл пересказывать этот кошмар, который происходил с моим организмом. Уже с первого же дня я позвонил
врачу, просто врачу позвонил, с которым иногда консультируюсь. Это на удаленке было, потому что врач была за границей. И она первоначально определила, что, ну, чисто со слов, потому что по телу пошла сыпь, что это есть одна из форм отравления. Буквально ночью начались, состояние здоровья начало ухудшаться. Симптомы уже пошли те, которые сейчас определяют как отравление ртутью. Потеря координации, дрожь в руках, не понимаешь, что это день или ночь. Вот, это длилось несколько дней. Уже один из анализов очередных показал, когда врач заподозрил, что это может быть отравление тяжелым металлом, наличие в организме ртути. Допустимая доза в организме ртути менее 2 мл. У меня было зафиксировано 14,3, а смертельная доза 20. То есть немного не хватило до смертельной дозы, при которой наступает смерть. Да, я читала, и когда вы сделали результаты, получили на анализ крови, что вообще вам сказали врачи? То есть они поняли, что это было отравление, или как? Или, в тот момент приехала ли полиция в больницу, или вы постфактум уже после этого обратились в полицию с заявлением? Полиция приехала уже, когда я был госпитализирован. Угу. Вот, отобрали от меня объяснение, и на результатах собеседования со мной, с врачом и моего диагноза было возбуждено австрийской полицией уголовное дело о покушении на убийство. По поводу тоже вашего же заявления о том, что неизвестные травили вас ртутью. Но вместе с тем я слышала, просматривая ваше интервью, о том, что, если я не ошибаюсь, вы с кем-то встречались накануне. Вы знаете, кто мог отравить вас, или вы не понимаете, как ртуть могла попасть в ваш организм? У вас не было встреч накануне с кем-то из Украины, чтобы кого-то подозревать? Я выдвинул несколько версий полиции. По моему предположению, продумал, как это могло и где могло вероятнее всего случиться применительно к моему образу жизни. Я изложил их полиции и надеюсь, что они будут проверены. Но это не значит, что это могло быть и как-то по-другому. Вы знаете, как продвигается дело? Вас вызывали еще на дополнительные допросы? Возможно, австрийская полиция как-то контактирует с Украиной по этому делу? Или вы не знаете деталей? Я не знаю. Угу. Я так понимаю, ваше появление в СМИ связано именно с этим инцидентом, с тем, что с вами случилось, потому что несколько лет о вас, ну, можно сказать, несколько лет ничего не было о вас слышно, и вот сейчас вы стали давать интервью, я так понимаю, в связи с отравлением. Ну, безусловно. Я в Австрии нахожусь с 18 марта 22 года. Угу. Как началась война, 17 марта я выехал с Украины, 18 марта был в Австрии. Я, скажем, не входил в различного рода встречи, не проводил там с журналистами, не выступал там в печати по поводу этого, хотя выехал я с Украины, в том числе и по политическому преследованию. Мы еще поговорим про ваш выезд из Украины. Вы говорили о том, что вас пытались похитить, и пыталась похитить СБУ. Это произошло уже на территории Австрии? Я не знаю, это СБУ или не СБУ, это было на территории Австрии, на территории Австрии. Я не говорю, что пытались, а я говорю, что готовилась такая операция. Ко мне приехал один человек. Вы не можете назвать его фамилию? Поскольку я эти сведения передал в полицию, и в каком оно там состоянии, это было уже давно, может, через год после моего приезда в Австрию. Это ранее знакомый мне человек чеченской национальности. И он сообщил мне, что он присутствовал при
разговоры, где были работники. Я не знаю, это официально было, неофициально. Но так, как услышал, так и говорю, что там присутствовали работники СБУ и работники ГБР, Государственного бюро расследований. Возможно, какие-то другие спецслужбы, возможно, нет, или правоохранительные органы. И он слышал план о том, что меня хотят похитить. Для чего похитить? Цель вывести в Украину, а способом через какую-то другую страну, близкую к границе с Украиной. Как было с судьей Чаусом, грубо говоря? Ну, я об этом подумал, что примерно такой же план, но он был грубый, этот план, и в беседе я понял, что они изощряются по-другому, чтобы, к примеру, в Польше передать в руки правосудие, и через поляков легче, на их мнение, легче экстрадировать. То есть вроде и законным способом, вроде поскольку границ не существует между Австрией и европейскими странами, то такой способ, это на их мнение. На самом деле, по всей вероятности, они предполагали, что будут использованы такие административные влияния по телефонному праву. А вы думаете, Польша могла бы вас выдать, несмотря на то, что у вас явно политическое отстранение было? Я не знаю, насколько польские суды заполитизированы. Я думаю, что Австрия не пойдет на это, Англия не пойдет на это. И, потому что, что тут по-другому взаимодействие, на мой взгляд, поскольку я проходил процедуру экстрадиции в Австрии, на мой взгляд, тут несколько политики опасаются или не хотят вмешиваться в судебные процессы. Это может для них закончиться чревато их политической карьерой. Я еще поинтересуюсь у вас запросом об экстрадиции, у меня тоже есть в списке вопросов, но меня интересует для начала, как вы думаете, с чем связан такой интерес украинской власти, какую угрозу вы им несете? Я в настоящее время, я не знаю, как расценивают в настоящее время мою угрозу для украинской власти, но думаю, что в головах там что-то крутится, потому что преследования, как действия, направленные на преследование, которые я так оцениваю, они продолжаются, поскольку день за днем возникают какие-то новые обстоятельства, которые, по моему мнению, есть абсолютно абсурдными с точки зрения того же уголовного преследования. А началось тоже своеобразно с определенного неповиновения с моей стороны, потом давление путем возбуждения уголовных дел, и потом преследование. Если это все построить в логическую цепочку, то станет ясно и очевидно, что это есть не что иное, как политическое давление, преследование, связанное путем возбуждения уголовных дел, связанное с моей деятельностью как председателя Конституционного суда. Меня интересует эта история, потому что для того, чтобы зрителям было понятно вообще предыстория вашего конфликта с властью, нам, журналистам, в принципе, известна эта история. Это началось, пик вашего конфликта пришелся на осень-зиму 2020 года, если я не ошибаюсь, когда вы стали известны, так сказать, широкой публике в СМИ, благодаря тому, что вы, как глава Конституционного суда, забраковали закон, реформу антикоррупционную, и тогда это было так все представлено в СМИ, что КСУ противится и не дает возможности ввести уголовную ответственность, если я не ошибаюсь, за неверные декларации, внесенные данные в декларации. Перевертні в мантіях не лише поставили під загрозу відносини України із зовнішнім світом. Вони дали можливість вийти сухими з води тим чиновникам, на яких чекали вироки суду за переховування майна. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, в чем тогда была суть этого закона и почему КСУ
хотели ее отменить, эту реформу, этот закон? Ну, очень плохо, я такую хотел бы ремарку вставить, что очень плохо, что известность становится через какой-то скандал. Ну, так и было. Да нет, ну, так и было, но это вот для журналистики и для почему-то в обществе сегодня получается, что известным становишься только от того, что вот какой-то скандальный вопрос, который обсуждается. Известность должна быть по-другому. Должен быть государственная защита авторитета любых государственных органов. В чем была суть этой антикоррупционной реформы и почему тогда? Потому что мы сейчас с вами поговорим еще об одном законе, который предшествовал этой антикоррупционной реформе. Но что было, почему? Потому что после этого началась огромная атака на вас, именно как на личность, как на председателя суда. Вас снимали 95-й квартал. Пожалуй, всех переплюнули судьи Конституционного суда Украины. Вас находили в Дубае, вас находили в ресторанах, у вас были у дома, если я не ошибаюсь. Поэтому, соответственно, тогда я же говорю, что благодаря применению всех механизмов, которые власть могла применить для атаки на вас, широкая публика узнала о вас как о председателе. Но не узнала, а в чем же была суть вот этой вот антикоррупционной реформы, которую вы забраковали как суд. Скажите, вот я отвечу на этот вопрос, но хотелось бы риторически задать такой вопрос. А это вообще приемлемо в отношении человека, будь он на должности председателя Конституционного суда, запускать такой механизм? Я думаю, это неприемлемо в принципе для власти применять вот такие вот механизмы давления. Есть правовой механизм, по которому я всегда шел. Поэтому и получился такой конфликт, если говорить обо мне. Я несколько раз повторял, в том числе в эфире, журналистам, еще на тот период времени, когда эти события сразу были. Тогда много журналистов приезжало ко мне, мы разговаривали, все это резалось, отрывки вбрасывались в прессу. Я понял, что это только марная трата часу. Но все это снова же сводилось к какой-то сенсации. И я это называю не конституционный кризис. Это кризис власти. Это кризис власти. И у меня нет никакого конфликта с властью. Я свои действия веду в правовом поле. И у Конституционного суда тоже нет конфликта, поскольку он выполнял и должен выполнять свои функции. Тем не менее, именно вот эти события... Я продолжу. Можно? Да, но меня интересует, почему именно так власть отреагировала на вот этот... Я вам объясню. Тогда что надо сделать было? Надо было поднять общественное мнение, чтобы снести Конституционный суд примерно революционным путем, и тогда построить его заново под власть. То есть вы думаете, что это было специально так сделано, подготовлен вот Да, такой... ловушка была по люстрации, по закону о люстрации, где Конституционный суд понуждали принять решение к отмене этого закона. Это бы спровоцировало, как я сейчас понимаю, Майдан. Люди тогда еще, в них в сердцах пылал еще огонь, они бы снесли этот Конституционный суд. Не получилось, слава Богу. Затем вторая ловушка – е-декларации. И здесь Конституционный суд, я не говорю, что он неправильное решение принял. Он принял правильное решение. Просто с этого решения сделали так... преподали в обществе, что она вот всех коррупционеров освободила от ответственности. Да, поэтому я вот у вас и уточняла. Его так преподнесли. Его так преподнесли. Так, что суд якобы выгородил и снял всю ответственность с потенциальных коррупционеров, которые будут там неправильно вносить какие-то данные в декларацию. Так преподнесли, верно?
Да, верно. На самом деле в производстве суда тогда находилось большое дело, которое было связано не только с Е-декларациями, а, например, с конституционностью АРМы и других моментов. И в силу сложившихся обстоятельств, поскольку это касалось такого органа, как НАЗК, его руководитель НАЗК стал яростно сопротивляться и давить на суд, чтобы тот принял решение такое, как считает Конституционный суд. Давление это выразилось в том, что господин Новиков обложил всех судей сплошными проверками во время слушания дела. На некоторых судей составились административные протоколы, на меня в частности 3 протокола. Все судьи, и я в том числе, получили путем рассмотрения дел в судах оправдание. Никто не привлечен к административной ответственности. Значит, эти протоколы были составлены незаконно. Суд в таких условиях был, в обществе поднимался скандал, и был в тех условиях, что он должен фактически был, то ли, я не знаю, отказаться от рассмотрения этого дела, под давлением отказаться, то ли, не знаю, как выходить, но суд пошел на принятие решения, разделив это дело на 2 части. Одно выделил в отдельное производство, не знаю, что с ним сегодня, в производстве оно, либо не в производстве. А часть дела, та, что касалась защиты судейской власти, он рассмотрел. И таким образом суть его решения, об этом судья-доповедач Слиденко неоднократно разъяснял. И я только повторюсь, что суть этого решения сводилась к тому, что суд вызвал неконституционным порядок проведения проверки органами НАЗК, проверки по Е-декларациям судебной системы. Суть его сводилась к тому, чтобы этот вопрос был о порядке проведения согласованным между судебной властью и исполнительной властью, к которому относится НАЗК. Это бы урегулировало вопрос отсутствия давления, что по Конституции прописано, исполнительной власти на судебную власть. Естественно, сюда была, без этого было не обойтись, внесена 366-я прим, которую пришлось признать неконституционной. Это послужило тому, что потом Зеленский в декабре 2020 года призвал вас уйти в отставку, и после того, как вы в отставку не ушли, после ходатайства Генпрокуратуры он отстранил вас на 2 месяца от должности судьи КСУ. Он мог пойти вообще на такой шаг? Ну, он отстранил меня на 2 месяца, потом еще на месяц. Да, сначала 2 месяца, потом месяц. Ну, вот у меня будет следующий вопрос, конечно, по поводу уже его окончательного решения. Но изначально, когда он отстранил вас на 2 месяца, вообще имеет ли президент полномочия совершать такие действия? Ну, это уже не мое мнение, это решение Верховного суда, Верховного суда, который признал указ президента неправомерным и незаконным. Но давайте разберемся, а как, вот меня интересует, как это так произошло, что президент пошел на такой шаг. Вот как такое может произойти? Надо, наверное, смотреть и на президента, и на его команду, которая работает в офисе президента. Ведь готовят документы. Эти люди, эти юристы докладывают президенту, что его действия законны, конституционны. Ну, президент же не попка-дурак, он же понимает, в принципе, он может открыть Конституцию и посмотреть, что у него входит в его полномочия, и что нет. Я думаю, что, конечно, безусловно, и обязан, потому что подписывает указ президент. Но, видимо, таких консультантов, либо президент не дослушался тех, кто говорил это. Ответ однозначный. Президент
принял, подписал неконституционный указ, не предусмотренный его полномочиями в соответствии со статьей 106 Конституции Украины. Я так понимаю, мы сейчас говорим с вами и об отстранении вас на 2 месяца, и о том, что потом уже президент Зеленский отменил указ Виктора Федоровича Януковича о назначении вас судьей в Конституционный суд от 2013 года. И я так понимаю, что он тоже не имел права этого делать. Он, в принципе, нарушил Конституцию этим, когда он отменил указ о назначении вас судьей. Это вообще из ряда вон выходящая ситуация, этот указ. Парадокс в том, не знаю, кто консультирует президента, парадокс в том, что указа Януковича как такового уже не было. Почему не было? Указ о назначении судьи Конституционного суда – это указ индивидуального действия. Он исчерпывает сам по себе, когда судья уже назначен судьей Конституционного суда, принял присягу и приступил к исполнению. То есть фактически де юре, фактически он как бы существует, но де юре он не имеет никакого уже значения, потому что это указ индивидуального действия. Например, распространяется на меня, и в данном случае распространялся на Косминина, Да. судью. Да. Поэтому Косминин туда также попал, в этот указ об отмене указа президента. Но кто-то внушил президенту о том, что если он подпишет такой указ, то судьи будут считаться уволенными. Хотя в самом указе об увольнении речи не идет. Но тем не менее президент с экрана телевизора, телевидения сказал, что все, до свидания, ребята, идите на заслуженный отдых теперь. То есть это явное неприкрытое превышение своих полномочий. Это явное неприкрытое превышение своих полномочий и явное преследование. В логической цепочке один указ, второй указ, третий указ. И там грубое нарушение Конституции Украины. Потому что только Конституция Украины, она вообще не предусматривает в отношении судьи Конституционного суда отстранение его от должности, а по поводу увольнения это прерогатива Конституционного суда Украины. Я так понимаю, что только судьи Конституционного суда могут решать об увольнении Только. другого судьи. Только. В своем недавнем интервью вы заявили о том, что есть 2 причины нелегитимности президента. Одна из них – это то, что отсутствие выборов сейчас на данный момент. И вот вторую причину почему-то так и не показали в интервью. Какая вторая причина? Вот этот вопрос или какой? Надо понимать, на мой взгляд, причину, вот мы говорим о нелегитимности. Внутри страны выборы не проводятся, и президент остается быть президентом. Он выполняет все функции президента. Законно это или незаконно, еще никто не сказал по этому поводу. А вы как судья Конституционного суда? Но я считаю, что в данном случае существуют элементы нелегитимности. Почему? Потому что в стране введено военное положение. Оно не прерывает выборность выборного процесса президента. Все ссылаются на то, что военное положение приостанавливает некоторые статьи Конституции. Это так, то, что касается в отношении но выборов? Мы сегодня говорим об президентском институте. Но введение военного положения не приостанавливает выборов президента. Что такое вообще военное положение? Кто-нибудь задумывается? Если не задумываются, пусть прочитают прямую норму Конституции. Что говорит? Ограничения свобод, прав? Нет. Военное положение вводится при условии угрозы, не вторжения, угрозы. Для этого объективно страна готовится к возможной войне, устанавливает какие-то барьеры, сооружения, перестраивает свою экономику. Для этого вводится военное положение либо в некоторых областях, либо в стране в целом. Итого это только на случай угрозы. В стране идет что? Война идет.
и мы сами себя вводим в заблуждение. Но юридически введено военное положение. Вот что такое юридически, что такое фактически. Когда мы говорим о юридических фактах, то мы дальше говорим о юридических последствиях этих фактов. Когда мы говорим просто вот война идет и не объявив это войной, дальше нельзя совершать действий в юридическом плане, которые должны были бы наступать при объявлении войны. И вот, если я не запутал никого, то военное положение, просто можно сказать, что оно не влечет за собой отсутствие выборов. Все-таки вернемся по поводу того, что по поводу отстранения и отмены указа. Можно ли, считаете ли вы, что это в будущем может стать потенциально таким уголовным делом для Владимира Александровича Зеленского? Я заявление не подавал. Ну, вы как считаете? Если не вы будете подавать заявление, тем не менее, факт, который наблюдала вся страна, это может стать вот такой вот основой для уголовного дела? Для возбуждения уголовного дела нужны ряд факторов, определяют правоохранители. Есть понятие реестра преступлений. Сейчас оно должно быть зарегистрировано по заявлению чуть ли не любого гражданина. Так прописали Уголовно-процессуальный кодекс, хотя я не согласен с таким подходом. Раньше было это по-другому. В течение поступало заявление, в течение 10 дней проверялось основания и поводы к возбуждению уголовного дела, только тогда возбуждалось уголовное дело. В данном случае оно было бы возбуждено в отношении определенного лица. Вы бы подали такое заявление? Я не подавал такого заявления, и говорить, сегодня президент находится под иммунитетом. Он не подлежит уголовному наказанию. Угу. Что будет после, мы не знаем. Несмотря на то, что вы стали известны широкой публике, опять-таки, благодаря антикоррупционному закону, правильно ли я понимаю, что конфликт ваш с властью начался еще с закона о земле, который был принят весной 2020 года? Я не избегаю вот этих слов «конфликт». Каждый выполняет свою работу. Это не есть конфликт. Конституционный суд – охоронец Конституции. Конституционный суд – это орган, который осуществляет баланс над 3 ветвями власти. И он выполняет свои задания. Кому-то это не нравится. Тогда после голосования по закону земли в Конституционный суд Украины было подано 2 подання. Одно от представителей Батьківщины, да, Юлии Тимошенко, и другое от представителей партии ОПЗЖ по поводу несоответствия ряду статей Конституции, и КСУ должен был принять свое решение по поводу этого закона о земле. И где-то до осени никакого решения не было, все ждали, что же скажет КСУ. Было ли это время вот таким вот затягиванием и каким-то временем торгов с властью по этому поводу? Тлумачение – это не такой простой процесс. Он требует глубокого изучения этого вопроса, к этому, как и к любому решению. Это не только судьи принимают, вернее, высказывают свое мнение. Это наука высказывает свое мнение, определенные специалисты в этом участвуют. Это целый комплекс тех материалов, которые суд исследует. И поэтому оно по срокам не так все шло быстро. Да, власть была заинтересована в рынке земли. Но этот процесс, на мой взгляд, хотя закон же принят, и закон уже введен в действие по рынку земли, и земля Украины продается, не хочу сказать налево-направо, но, к сожалению, без решения Конституционного суда. Это неправильное было опасение, что Конституционный суд заблокирует это. У Конституционного суда была возможность дать власти в руки инструменты
по которым бы власть правильно распорядилась бы землей Украины. То есть не всегда же земля продается. В многих странах она передается в аренду там, на много лет, 50 или 99 лет, но она остается землей государства. Я не знаю, по какому бы пути пошел Конституционный суд, но, видимо, задание где-то сверху было другое. И поэтому это я вообще во главу угла ставлю, что гонения на Конституционный суд были именно зарыты в этом вопросе. На вас оказывалось давление в этот период? Поскольку дело шло в процессе, то всегда напоминали об этом вопросе. Ну, у вас были звонки, встречи с представителями власти? Прямого указания, как принять решение по земле, не было. Но постоянно этот вопрос висел на контроле. Я, как председатель суда, объяснял, и считаю, что правильно объяснял, что мы еще даже не на той стадии, чтобы как-то обсуждать этот вопрос. Потому что это, еще раз говорю, процесс исследования. Что такое земля для Украины? Вот для кого-то национальным достоянием есть газ, для кого-то нефть, для кого-то добыча там полезных ископаемых. А для Украины это земля. Ну, мы понимаем, что когда на власть оказывал давление Международный валютный фонд, Власть, и им нужно было принять безусловно, этот закон. хотела решение то, которое она хотела. Поэтому вы с кем-то из представителей власти вели переговоры, кто-то на вас выходил. Вы говорили, что у вас была однажды встреча, не знаю, она была однажды или несколько раз, с Андреем Ермаком, с на тот момент министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Представителем в Конституционном суде был Венеславский, который бегал как с моторчиком между Конституционным судом и офисом. Он не успевал, он забежит и бежит дальше, забежит и бежит дальше. Он передает только информацию по тому или иному делу, как должно было принято решение. Потому что в офисе уже кто-то решил вместе с ним, какое рішення должно бути. Голова Конституційного суду України обговорює відкрито корупційні схеми, в яких він особисто бере участь і які дозволяють йому заробляти гроші, прикриваючись статусом судді Конституційного суду України. Я на это никогда не шел. Я сказал, что Федор, хочешь, я принимаю тебя, хотя это я и не должен был этого делать, и глупость большую делал, что даже говорил ему о том, что я могу разговаривать. Мы можем обсудить какой-то вопрос, но делать заложниками Конституционный суд, ну, я на это не пошел. Это тоже был конфликт. Я стал для офиса непредсказуемым человеком, хотя это большая глупость быть предсказуемым, поскольку заранее никто с судей Конституционного суда не может сказать, как закончится дело. Не может. Я в этом 100% уверен. Неправильное понимание властью самой сути и природы Конституционного суда привело, наверное, к тому конфликту, к тому, что вы называете конфликтом. Ну, я так понимаю, на встрече с Андреем Ермаком и Арсеном Аваковым вас призывали все-таки написать заявление об отставке. Это было после закона о земле или уже после антикоррупционной реформы? Нет, так закон о земле, он же уже был принят, но он не был рассмотрен Конституционным судом. Тем не менее, все ожидали рассмотрения КСУ. Ожидали. И я сейчас даже затрудняюсь сказать, чем он там закончился, принял решение Конституционный суд или не принял. Это несложно узнать. Но суть той встречи, о которой вы говорите, она абсолютно не была связана с землей, а речь шла действительно о моем увольнении. Я не только на этой встрече, и на других встречах хотел понять свою вину. Если она сводится к политической вине, то я не политик.
Что на этой встрече от вас А, требовали? Что хотели? юридической вины я в себя не видел. Ну, что, чтобы я написал заявление об уходе. Об этом вас просил лично президент? Вы с ним разговаривали по телефону? Нет, я с президентом по телефону не разговаривал. Президент меня просил, только обращаясь со средств массовой информации. І мені здається, щоб вийти з цієї ситуації, щоб люди зараз не ламали голову, як приймати той чи інший закон, він повинен просто піти у відставку. Я вважаю, що це найліберальніше рішення, яке ми можемо сьогодні зробити. І потім спокійно перейти до оновлення складу Конституційного суду. То есть через Андрея Если вы- Ермака не было обращения напрямую к вам на этой встрече? Почему? Андрей Борисович говорил, чтобы я написал заявление об увольнении. Я же вам и говорю, я задавал вопрос о том, почему, в чем состоит моя вина. Все ответы сводились к политическому вопросу. Я не считал себя, что у меня есть политическая ответственность. Вы когда-то допускали возможность того, что из-за такого давления, например, чтобы КСУ принял решение, которое хочет власть, чтобы прекратить это давление, которое оказывалось на вас? Не понял вопроса, извините. На тот момент от вас требовали сначала правильное рассмотрение закона антикоррупционной реформы. Я так понимаю, ждали правильное решение по поводу закона о земле. И я так понимаю, вопрос стоял ребром: или вы уходите в отставку, или КСУ правильно рассматривает дела. Нет. Был ли соблазн рассмотреть правильно дела? Я думаю, что цель, чтобы я ушел в отставку, это дезорганизация Конституционного суда, превращение его в орган, который не будет работоспособным, и мои предвидения, они сбылись. Сегодня Конституционный суд, ну, на мой взгляд, он бездействует. В январе истекает срок полномочий 2 судей, в суде остается 11 судей, которые отсутствует кворум, 12 судей, для того, чтобы провести заседание Великой Палаты. Все, суда нет. А новых никто не видно. Предвидение, чтобы их кто-то набирал. Комиссия работает, комиссии, наверное, никаких замечаний нет, но она не дает продуктивно кандидатов для назначения. На сегодняшний день я такого не вижу. Следовательно, он и дальше будет бездействовать. Кто мог бы подтвердить или опровергнуть легитимность президента? Кто? Конституционный суд. Потому что если бы было обращение о легитимности и нелегитимности, значит, единственный орган, Конституционный суд, принял бы либо тот, либо другой вердикт. Его нет. И сегодняшнее рассуждение, что президент легитимен, нелегитимен, это все лишь субъективные мнения любого человека. Ваши рассуждения, мои рассуждения. Весь вопрос, кто-то аргументирует больше, кто-то аргументирует меньше. Но это же государственный вопрос о легитимности или нелегитимности главы государства. Есть орган, Конституционный суд Украины, единственный орган, который может определить на предмет Конституции закон о выборах, протлумачить нормы Конституции. Я задаю вопрос. К этому заранее готовились, расформировав Конституционный, фактически дезорганизовав Конституционный суд? Или это случайность, которая произошла с судьбой Конституционного суда? Хорошо, если была цель его расформировать, дезорганизовать, то какая была цель? Потому что вы сами заявляли, что, грубо говоря, куратором Конституционного суда после смены власти стал глава СБУ Иван Баканов. Вот в чем заключалось кураторство Баканова? Что он должен был делать? Баканов никогда не приказывал мне принимать те или иные решения. Но сказать, что есть актуальным в суде по вопросам национальной безопасности, такие моменты были. Это я называю
определенного рода кураторства. Единственное, что я не понимал одно время, почему он постоянно интересуется вопросом земля, 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 земля. Аж пока мне не растолковал Венеславский, что землю хотят распродать полностью. А вы не думаете, что вопросами национальной безопасности у нас в стране и, в принципе, до войны прикрывались политические преследования и разного рода выгода, которая нужна была для власти? Так я ж сам пострадавший. Когда тот же Баканов подписал бумагу на РНБО, ну что ее трудно назвать документом или справкой, это какая-то бумага, которая обвиняла меня и Косминина в подрыве национальной безопасности. Не знаю, у меня тоже есть такая И бумага. эта бумага, она по ихнему головотяпству, по-другому это не назовешь, стала документом в деле Верховного суда. Они ее даже не заутаемнили, не скрыли. Но там полный абсурд. Если ее прочитать, с первого раза не поймешь, о чем там идет речь, а со второго, с третьего начинаешь понимать, что мотивации никакой нет. Сумбур каких-то данных, и в конце они могут представлять угрозу для национальной безопасности Украины. Оспариваем это увольнение, и выиграли суды в Верховном суде, и Верховный суд отреагировал на это и написал одним абзацем, что указ президента не есть актом увольнения, и дал оценку и в том числе и этой бумаге. По поводу Петра Алексеевича Порошенко. Когда вас отстранили от должности председателя суда, экс-председатель, ваш предшественник КСУ Станислав Шевчук сказал следующее, цитата: «Мы не сможем говорить о классической судебной деятельности этих граждан. Это целенаправленная деятельность, связанная с тем, чтобы создать Украине проблемы, которые нам сейчас пытаются создать определенные внешние силы». Почему он дал такую оценку тогда вашему отстранению? Потому что Шевчук коррупционер, который был уволен с должности Конституционным судом Украины. Какие разрушительные последствия, о которых вас предупреждали, были применены к вам? Вот то, что мы упомянули по поводу подбрасывания вам, обнаружения паспортов на вашей даче. По поводу, я не знаю, там подбрасывали, это было мое предположение по поводу паспортов, потому что было такое событие, что у Баканова был его помощник, я не знаю, официальный, неофициальный, бывший там зам генерального прокурора Бончук Микола Васильевич. Вот он приехал в Конституционный суд, я в это время, как помню, находился в кабинете керівника секретариата. И он мне сказал, что если ты через, что ему сказал Ермак, может, Баканову сказал, а Баканов ему, ну, я цитирую этого человека, что ему сказал Ермак, если я через 2 часа не напишу заявление о своем увольнении, будут непредсказуемые последствия. Это когда было? Это во время моей деятельности, вот это после решения этого ж, В декабре где-то, в 2020 по года? декларациям. Ну, события все развивались, чтобы вы понимали, до Нового года. Вот там решение было 20 ноября, и вот эти события уже начали снежным комом кататься, потому что 19 января у меня уже был недопуск до рабочего места. Поэтому вот до Нового года вот это все события быстро начали разворачиваться. И я спросил, а что за непредсказуешь, что это такое вообще? Он говорит, я не знаю. И уже при выходе из кабинета он сказал, я слышал, что там речь шла о твоей даче. Дача на тот период времени, я так понял, что это госдача. Это, Конча-Заспа. да, это маленький старый домик, там 60 или сколько квадратных метров, может меньше. Я его отремонтировал, маломальски привел. Это мы просто выезжали туда, там шашлык с детьми сделать, в мяч поиграть. Он
не так, как описали средства массовой информации, что это какой-то там дворец или что. Это есть фотографии, это абсурд. Вот. И я подумал, что это провокация. А какая провокация на тот период времени была? Были подбросы российских паспортов, там денег, это проще всего обвинить, тем более, что Данилов, секретарь РНБО, на тот период времени уже там где-то что-то слышал, звон, да не знаю, где он, начал там обвинять Конституционный суд, меня в том числе, что мы готовим какое-то восстановление Януковича там, и так далее, и так далее. Поэтому, сопоставив эти факты, я пришел к своему умозаключению, что может быть провокация. Я послал туда охрану свою, потому что уже было темное время суток. Я не стал туда сам ехать, послал охрану и работника Конституционного суда. Что произошло? По дороге охране была дана команда никого в дом не пускать. И они сотрудников Конституционного суда в дом не пропустили, мотивируя тем, что там могут быть взрывоопасные вещества. Потом они возвратились обратно. Естественно, можно предполагать, что все там было уже зачищено. Охранник был уволен. А второй охранник, начальник охраны, изменил пломбы в мой служебный кабинет, в комнату. Потому что у вас была госохрана, правильно я понимаю? Да, много было госохраны. Это один за одним события. Изменил комнату, изменил пломбы. Я заметил это. Он признался. Я попросил написать рапорт. Он согласился, вечером отказался. Он тоже был уволен. А в этой комнате потом в последующем были найдены прослушивающие устройства. Я вам впервые, я вспомнил, впервые вам в эфире об этом говорю. Но это было. То есть все шло вот таким накатанным комом. Я в одном из интервью услышала от вас, что отчасти антикоррупционная реформа, что вам не понравилось в ней, что было странным, это то, что в Украине существует два органа. НАБУ – это такой более независимый орган, который контролируется американцами, и ДБР, ГБР – это уже созданный специально под президента вот такой вот контролируемый властью орган. И вроде бы как реформой предусматривалось объединение этих органов. И я вот в этом моменте не поняла, а как бы это позволили сделать американцы, объединить два органа? Я за объединение этих органов не говорил. Речь шла о том, что в 2019 году, когда образовалось монобольшинство в парламенте, в суд поступило очень много представлений от президента, от парламента об изменении Конституции. Конституционный суд дает свой высновок. Можно или нельзя. Так вот, в одном из поданий, в одном из представлений предлагалось дать полномочия президенту назначать и увольнять самостоятельно руководителей органов НАБУ и руководителя органов ДБР. Суд сказал, что этого допустить нельзя. Судья прямо, докладчик прописал в решении, насколько я помню, что это приведет к узурпации власти. Суд не принял такого решения, отказал в удовлетворении этого представления. Когда на вас пошла атака, я, если правильно поняла, вы встречались на тот момент возглавляла миссию, фактически заменяла посла Кристина Квин США. Да. Вы с ней что обсуждали? Давление на вас как на судью? Нет, я с ней обсуждал другие моменты. Приехала Квин, поверенная, как посол, она фактически это посол. Она приехала в КСУ. И сама по своей инициативе, я не приглашал. И посол Евросоюза. Вот. И между нами состоялся разговор снова же по этой проблеме.
Ну, между прочим, я сказал, что сегодня слушается в том числе и это дело по Е-декларациям. Но мы это дело не обсуждали. Посол действительно была возмущена положением дел, что при борьбе с коррупцией Конституционный суд зачастую принимает те решения, которые для них непонятны. Например, по незаконному обогащению, там еще какие-то, наверное, дела были. Ну, я постарался как мог объяснить послу, что есть законы, а есть Конституция. И то, и другое должно соответствовать одно другому. Либо ж надо, ну, не знаю, менять Конституцию, тлумачить какие-то нормы. Но конституционный орган на то призван, чтобы это все было в рамках Конституции. Я пытался доказать, что не может быть неконституционных законов в государстве. Ну, не может быть. У меня на этот счет как бы своя теория. Даже те законы, которые принимались во время Майдана, они там многие неконституционные, через время они должны стать в конституционный строй. Их надо привести. А они принимались там, потому что то была воля народа. Она Надо знала было... о том, что вы в свое время КСУ заблокировали, получается, принятие президентом решения о назначении следователей НАБУ? Я не знаю, что она знала, что она не Вы знала. не обсуждали этот вопрос? Мы этот вопрос не обсуждали. Вот предмет обсуждения был тот, этот. что я вам говорю. На что посол сказала, что аргумент. Мы много тратим денег американского народа на ваши реформы, которые не приносят никакого пользы. Встреча закончилась на позитивной ноте или негативной? Да. На позитивной? На позитивной ноте. Я предложил послу, коль такое положение дел, и что власти и народ Украины воспринимают американскую помощь, и что они очень обеспокоены этим, и чтобы не было сомнений в том, что заангажирован ли Конституционный суд в принятии тех или иных решений, допускаем временно создание 2 рабочих групп в посольстве и в Конституционном суде на уровне консультативных органов, это не влияет на судей Конституционного суда, на уровне департамента правового Конституционного суда и какой-то ихней структуры. И если вот подобного рода спорные законы, которые идут на реформы и финансируются из-за рубежа, эти 2 консультативные организации могут между собой проработать эти законы, поспорить и выйти на какое-то свое видение. Я так понимаю, наверное, консенсуса вы не достигли, и ваш ответ, наверное, все-таки не удовлетворил спецпредставителя, потому что в 2021 году Минфин США выпустил заявление о том, что против вас ввели санкции. Только вчера для себя распечатал данные Минфина США, и вы можете это сделать хоть и сейчас, через ваш компьютер. Сайт Минфина США открытый. Вы заходите на сайт, вводите мою фамилию о применении санкций и видите снизу результатов нет. То есть это свидетельствует о том, что Минфин США никаких экономических санкций в отношении меня никогда не вводил. А санкции введены Госдепом США. Документа я этого никогда не видел. На сайте есть заявление. А на сайте есть заявление только. В этом заявлении в последней строчке, как сказал Шабунин есть такой, Я знаю, правозахисник, да. что Тупицкого мы вкинули в последний вагон паровоза. Вы считаете, что это было с помощью сделано грантовых организаций, которые работают в Украине? Это было выгодно и президенту, и офису, и грантам, и это смакуют засобы массовой информации, потому что это сенсация. Всем это очень интересно. Но обратим внимание, как была подана эта информация. Санкции вводятся в отношении бывшего председателя Конституционного суда Украины. Я не бывший на тот период времени, я действующий председатель Конституционного суда Украины на тот период времени.
Я задаю вопрос, есть разница, на кого вводить санкции, на бывшего или на действующего? Я считаю, что разница огромная. Огромная разница, потому что представитель Конституционного суда занимает определенную иерархию в должностях и не самой последней в государстве. Второе, то есть можно на это положить документ и сразу же опровергнуть. Второе, за что? За то, что он на протяжении своей работы в судебной системе брал взятки и совершал коррупционные деяния. Ну, там не написано брал взятки. Ну, причастен к взяточничеству и к коррупционным... Использование влияния для принятия заказных решений в судах. Ну, не знаю, как там написано, Цитата, да. дословно почитать. Презумпция невиновности у нас существует или нет? Ну, для того и санкции обычно, механизм санкций. На тот период времени в отношении меня мы берем время применения санкций. Не то, что уголовных дел не было. За всю карьеру моей работы судьей и следователем прокуратуры. Почему тогда Соединенные Штаты Америки приняли решение не в пользу вас, несмотря на то, что вы... Искаженная информация была преподана. Такой Я же вам вопрос привел еще. примеры искаженной информации. Вернее, доказательства В тот искаженной день информации. ввели санкции против всего двух украинцев. Против вас и против Андрея Портнова. Почему вы думаете, так произошло? Почему? Я не знаю. Ну, Портнов же вместе с нами не работает. В формулировке введения санкций против Портнова я приведу цитату. В середине Портнова там 2019 Минфин, года там Минфин, по-моему. да, вступил в сговор с высокопоставленным украинским правительственным чиновником, чтобы сформировать высшие правовые институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. О каком событии речь идет? Как вы думаете? Я не знаю, с Портновым у нас разногласия. Поэтому Портнов – это не мой партнер. По каким вопросам? Ну, я не думаю, что это сейчас, это надо все выплескивать на публику. Это связано с какими-то прошлыми событиями? Это связано с моей правовой деятельностью. Ну, это не предмет сегодняшнего разговора. Вот я сейчас буду Портнова поливать вдоль и поперек. Вы не Зачем? в приятельских отношениях? Да, не в приятельских отношениях. И в двух словах могу сказать, что вот в моем сегодняшнем огноблении Портнов играет не последнюю роль. Это правда, что Андрей Портнов, он при встречах говорит, что он оказывает непосредственное прямое влияние на замглавы ОП Татарова Олега и продолжает влиять на принятие решений, ну, как мы видим, в судах в последнее время сейчас выносят постоянно позитивное решение в пользу Андрея Портнова, его нельзя даже упоминать. Как вы считаете, у него сейчас большое Оля, влияние на офис президента? Оля, если хотите поговорить о Портнове, давайте поговорим в следующей передаче. Нет, я хочу только узнать по поводу сейчас его влияния на судебную систему. Я хочу, это написано все в средствах массовой информации, там в санкциях написано, Андрей может их опровергать или не опровергать. Тем не менее, вы сейчас сказали, что вы знаете, что и он, получается, задействован как-то в факт преследования вас и гонения. Безусловно. Каким знаю. образом? Пока говорить не буду. И это было связано на каком-то личном завязанном конфликте? На правовом, я считаю. По поводу моей работы. В Конституционном суде председателем? И еще и до этого. И по жизни так сложилось. Угу. Я поняла. Но он не прав. Он не прав. Не прав. Глобально? Не Глобально расскажете, в не чем? прав. Потом. В следующем интервью? Может быть. В марте 2022 года вы приняли решение выехать из Украины, и вы сказали, что когда вы уже доехали до границы, вам позвонили из ГБР, если я не ошибаюсь, и сказали, что вы должны лучше написать, все-таки наконец-то написать заявление об отставке. И вы, как вы сказали в интервью, сказали, что вместо вы напишите, я так понимаю, если закроют уголовные дела. Вы были готовы пойти на такой шаг уже после войны? Если бы закрыли уголовные дела? Знаете, я тогда находился под воздействием того, что жене надо было через 2 месяца рожать. Угу. И вот эти мои все передряги, которые власть сочинила,
Там фальсификация полная. Я хочу сейчас всячески доказать эту фальсификацию. Мне в то время я подумал, что я очень буду мелко выглядеть, если я буду, в стране началась война, а я буду продолжать отстаивать там свои права и так далее, и так далее. Я подумал, что война, для народа важнее. Это мы на грани потери государства. И поэтому я так ответил. Два обстоятельства, семейные обстоятельства, и под воздействием вот этих всех бомбежек я сказал, что прекращаем эти все вопросы. Хотите, чтобы я написал заявление? Я напишу заявление. До этого я никогда не соглашался писать заявление. Даже потому, что я понимал, что, написав заявление, я потеряю иммунитет, и эти люди возьмут меня под стражу по сфальсифицированным делам. Я не верил им и не верю. И на примере моей неверы вы посмотрите недоверие, посмотрите, сколько людей пострадало, которые поверили, которых выманили, то с-за границы, то еще куда-то. Они сейчас где? В тюрьме сидят. Идут на разговор и обещают людям, совершили они преступления, не совершили преступления. Власть – это не просто человек, который обещает и не выполняет. А власть, она авторитетная должна быть. Если вы идете на сделку с кем-то и говорите о том, что ты не будешь за решеткой сидеть, то вы должны выполнять эти обязательства, потому что он идет с вами на сделку. А все оборачивается наоборот. Люди сразу попадают за решетку. И я не знаю, виноваты они, виновны они, невиновны они. Не в этом суть. Суть во взаимоотношениях. И поэтому тогда я понимал эти взаимоотношения, что это просто очередная уловка для того, чтобы я потерял иммунитет. Как не хотели власти сделать так, чтобы общество меня не считало на тот период времени председателем и судьей Конституционного суда. Они изощрялись уже со всех сторон. Они в суд носили представление о моем домашнем аресте, что категорически запрещено в отношении судьи, потому что на это должен предварительно дать согласие Конституционный суд. Они игнорировали Конституционный суд и сами себя и суд пытались убедить, что он же не председатель Конституционного суда, он не судья. Президент его уволил. Значит, он не судья, значит, он гражданин обычный, мы его сейчас арестуем, то-то, то-то. Ну как с этими людьми вообще можно иметь какое-то дело? Как? Никак. Вот. А кто подписывал запрос об экстрадиции, когда отправлял Минюст Австрии? Прокурор? Генеральный? Я сейчас не помню, кто из них подписывал об экстрадиции, честно говоря, не помню, надо посмотреть. Обвинительный акт подписывал Новиков, прокурор. Я ему сказал, что он подписывает себе приговор. Он удивился. Тем, что вы не подписали все-таки заявление об отставке, вы считаете, что вы ключ к нелегитимности Зеленского? К вопросу нелегитимности его как президента? И я вам сказал, что о нелегитимности на законодательном, на уровне права есть только один орган принимать решение, это Конституционный суд. Вы считаете себя сейчас на данный момент председателем Конституционного суда? Как бы указ президента не есть актом увольнения. Я не доработал свой срок 9-летний, 1 год, 4 месяца. Если считать арифметически, то этот срок прошел 9 лет. Но я так не считаю. Я считаю, что это срок не арифметический, это срок конституционный, это конституционная гарантия работы судьи Конституционного суда, на который он назначен, по осуществлению конституционного правосудия, скажем так. Поэтому он не отбытый, этот срок. Я обратился к президенту с заявлением
о том, чтобы он каким-то образом, я не знаю каким увольнял, таким и образом исправлять свои ошибки. Ну, президент законно и обоснованно через какого-то клерка написал, что он не имеет полномочий. Ну, хоть и то хорошо, уже прогресс есть. Тогда убедился, что не имеет полномочий, а то вдруг бы использовал бы какие-то несуществующие полномочия и незаконно восстановил бы меня. Я обратился в Верховный суд. Суд принял рассмотрение. Я знаю, я да. расскажу, да. Да. Принял рассмотрение и сразу получил 15 обысков. Это в 2021 году было? Не в Украине. Это вот уже, вот. Перед, 2022? перед отравлением. Да вот это все события. Ну, обыски вы имеете в виду в Украине? Более... Обыски в Украине по родственникам, друзьям, там, еще там, по всем, кому попало. То есть, получается, предложение, несмотря на то, что вроде бы как официально 9-летний срок, вы говорите, если хронологически посчитать, 9-летний срок прошел, тем не менее, давление продолжает осуществляться. Конечно. А почему они так хотят, вот запрос об экстрадиции отправляют, правильно я понимаю? И что, вас не арестовывали по запросу об экстрадиции? Нет. Нет? А что, к вам приходили, Нет. никто ничего не было? Нет. Они отправляли напрямую в Министерство юстиции Австрии? Да. А суда об экстрадиции не было? Был. Был? Да. И что? Отказали. Уже прям решение есть. Есть. То есть можно сказать, что в принципе Австрия отказала Украине в... Не только и прокурор прекратил преследование уголовное. И прокурор подал заявление об снятии с Интерпола, хотя меня там и не было в Интерполе. Они не подавали вас в розыск в Интерпол, нет? Ну, они не используют этот механизм, понимая, что я политическое лицо. Интерпол по своему уставу не ищет политических. Да, я Тем знаю. более у меня преступления там средней тяжести, небольшой тяжести и проступок. По поводу решения Верховного суда, которое мы уже упомянули, которое Верховный суд принял в вашу пользу, о том, что было незаконное решение Владимира Зеленского, я так понимаю, решение суда не исполняется, ну, я так понимаю, но фактически оно не исполняется, правильно, на территории Украины. Что дальше можно делать с этим решением суда? Решение суда по поводу отмены указа президента о так называемом увольнении, Да. да, оно есть, указ отменен, но не произошло восстановления в правах. Поэтому я обратился к президенту, посылаясь на это, буквально недавно, посылаясь на это решение, и чтобы президент, поскольку он допустил нарушение моих прав, чтобы он их и восстановил. Я получил отписку кого-то там с аппарата, что дало мне возможность обратиться в Верховный суд. Я обратился в Верховный суд о возобновлении моих прав, поскольку я считаю не арифметически 9-летний срок, а считаю этот срок конституционной гарантией для судьи Конституционного суда. Поэтому он не может никем быть прерван. А если он прерван кем-то в неконституционный способ, следовательно, он должен быть кем-то и восстановлен. В данном случае я этого прошу от Верховного суда. Я понимаю, что это прецедент есть, может быть, таких дел не было, но я хочу посмотреть позицию Верховного суда. Если Верховный суд откажет... ЕСПЛ есть. Мои 4 сегодня дела, 4 заявления приняты ЕСПЛ к производству. Ну, к сожалению, объединены в одно производство. И уже началась коммуникация? Я не знаю, адвокаты занимаются. Пока что мы только направляем какие-то дополнительные туда сведения. Я не вижу каких-то Вы движений. подаете в ЕСПЧ по поводу неисполнения решения суда или по поводу чего? Нет, По я поводу подал в ЕСПЛ о нарушении деловой репутации моей, разрушена деловая репутация, о фальсификации дел, о незаконных оперативных действиях. То есть все, что еще какое-то, то, что связано с нарушением конвенции. И вот я обратился в Верховный суд, суд принял дело к производству и назначил его к рассмотрению. После этого буквально через неделю в Украине
ах, порядка 15 обысков по всем областям Украины, у возможных знакомых, родственников, мамы, брата, сестры, обыска произошли. А потом отравление, о котором мы уже говорили. И вот оно, хотите вы, не хотите, а цепочка вырисовывается. И какие бы мои версии я не выдвигал, все они сидят в глубине офиса президента. Если немного отойти от вашей личной темы, мне бы хотелось у вас поинтересоваться, как у судьи, по поводу нарушений, превышения полномочий президентом Зеленским. Вот вопрос введения санкций, механизм санкций, который у нас нововведение такое стало при президенте Зеленским, когда и СНБО, и потом подписывает президент в отношении своих граждан. Потому что я, например, стала жертвой таких санкций против меня, против моего мужа, против моей мамы. Введены санкции без уголовных дел, без никакой доказательной базы, как вы сказали, тоже вот таким вот рекомендательным письмом Баканова. И получается ущемление моих прав, свобод. Я не могу владеть, распоряжаться имуществом, я не могу владеть банковскими счетами. Может ли, предусматривает ли закон Украины введение санкций, потому что не одна я такая, таких людей сейчас сотни уже, я думаю, за эти годы. Предусматривает ли закон Украины введение санкций против своих же граждан? В юридической плоскости я отслеживаю информацию, вижу, что многие юристы высказываются, что в отношении собственных граждан Украины такие санкции недопустимы. Как юрист я соглашаюсь с такой позицией. Соглашаюсь почему? Потому что санкции на граждан Украины при наличии возможности привлечь за то или иное деяние, в том числе и к уголовной ответственности, является нонсенсом. То есть государство, по сути, накладывая санкции, не хочет устанавливать, виновен или невиновен человек. Проще всего наложить санкции, не объясняя в связи с чем, а просто отделаться какой-то запиской служебной, либо еще чем-то. В отношении же, что касается граждан других стран, во-первых, они могут не находиться на территории Украины, во-вторых, они находятся под защитой своих государств. И это общепринятая практика в мире о наложении санкций другими государствами на граждан других государств. А здесь, внутри страны, независимо, вы не лишены статуса гражданина Украины. Вы вправе доказывать свою невиновность, а чтобы доказать свою невиновность, должна быть соблюдена процедура. Вы сегодня лишены этой процедуры, и я не знаю, в практике сегодня есть, чтобы кто-то обжаловал наложенные санкции в судебные органы. Ну вот мы проходим Верховный суд тоже Украины, и они ждут письма СБУ, а письма СБУ носят рекомендательный характер, подписанный Бакановым, о том, что мы считаем, что несет угрозу нацбезопасности. На этом, в принципе, то есть всё. прецедента, чтобы было судебное решение, Верховного суда нет. Ну, надо ожидать. Смены власти. Нет, почему смены власти? Видите, все очень запутано. Офис президента много чего поглотил. Он создал свой орган ДБР, который сугубо политический орган, которым они управляют. Он подомял под себя судебную систему, первую инстанцию, вторую инстанцию. А что такое первая, вторая инстанция? Это приговор и апелляция, уже это вступивший в законную силу приговор. Человек уже имеет клеймо судимый. Оправдает его Верховный суд или не оправдает, это еще далеко до этого, чтобы дойти. А он уже судимый и может реально отбывать наказание. Это влияет, безусловно, на его гражданские права.
Конституционный суд не работает. Ведь вы можете, независимо от решения Конституционного суда, решения Верховного суда, обратиться в том числе и конституционной жалобой. Но суда нет, кто бы рассмотрел ваше дело. Вот. Но в Верховном суде, на мой взгляд, он выдерживает вот этот тиск власти, потому что, исходя из моих дел, я понимаю, что они и не могли иначе принять решение, потому что они бы создали новую норму Конституции, натворили бы много беды. Но, по крайней мере, даже принятие решения – это уже поступок, хотя во многих случаях не своевременный. Когда мы говорим о том, что сейчас власть контролирует 3 ветви власти, полностью переплетено, все, полный контроль, можем ли мы сюда присоединить, кстати, к вопросу нелегитимности, и влияет ли этот вопрос, который я сейчас назову, на нелегитимность Зеленского, вообще на нарушение, превышение его полномочий, это вопрос, несмотря на то, что мы светское государство, вопрос голосования запрета УПЦ. Может ли вообще власть принимать такие законы и влиять на такие вопросы? У нас же, как говорили раньше, власть отделена, церковь отделена от государства, а сейчас Вот поэтому я и спрашиваю. государство влияет на вероисповедание людей. В законном русле это как-то можно использовать будет потом? Уничтожение православия в Украине – это геноцид по отношению к украинскому народу. По-другому, по большому счету, я это назвать не могу. Даже за рубежом, в Австрии, существует общество религиозного характера по объединению католиков и православных. То есть даже на этом уровне не хотят, чтобы была вражда. И, по-моему, в том числе и Папа Римский не одобряет уничтожение православия в Украине. Было много заявлений по этому поводу. Да, поэтому я считаю, что в этой части это геноцид в отношении украинского народа, в частности, верующих православных украинцев. Как далее быть, это мое общее мнение, как далее быть, безусловно, снова же закон, конституционным, неконституционным. То есть, видимо, придет то время, когда это все будет расставлено на свои места. Сегодня это невозможно сделать. Нету органов таких, чтобы которые сделали, приняли бы независимое решение. Вы запрашивали убежище в Австрии? Нет. Когда война закончится, когда сменится власть, вы планируете вернуться в Украину? Да, планирую, но снова же при наличии безопасности. Немецкий язык начали учить? При нынешней власти, это ж... при нынешней, я же говорю, поэтому, когда сменится власть, планируете? Или уже немецкий язык учите? Да, вопрос не в немецком языке. Вопрос в принципиальном подходе. Вот вы говорите, чего вас преследует и чего боится власть. Реванша, может, боится. Монета имеет 2 стороны. Вот прокуроры, которые сегодня меня допрашивают по видеоконференции, я требую от них соблюдения Уголовно-процессуального кодекса, они не хотят этого соблюдать. Я говорю, решится вопрос в суде, они это пытаются игнорировать. Но пытаюсь объяснить им, что картинка может поменяться. Вы думаете, эти люди все понимают, что в скором времени картинка может поменяться и может последовать уже ответственность для них? Они не то, что понимают, они боятся этого. И поэтому... когда люди боятся, хотя бы как-то осторожничать. Нет, агония идет. Они уже гребут все, что можно грести. До мышей скоро опустятся. Мышей будут ловить. О мышах и людях.
Спасибо большое за Пожалуйста. интервью.